Самолеты столкнулись в небе над Францией. Ребенок погиб при обстреле Донецкой области. А в питерской мойке рядом с домом доцента Соколова нашли труп. Об этом и других событиях в ближайшие несколько минут. Это новости «Воздух» на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайки. Власти России и США опубликовали заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде. В первом пресс-релизе Кремля непосредственно договоренностям уделено всего пара абзацев. И сразу предупреждение: никакого прекращения огня в Черном море, если не будут удовлетворены условия Москвы. Далее следует внушительный список требований, среди которых снятие санкций и ограничения для экспорта российской сельхозпродукции, и даже включение по такому поводу системы SWIFT. И можно было бы считать это требованиями, которые террорист предъявляет переговорщику, только вот в этом случае переговорщик сам сразу же под этими требованиями расписался. Далее цитаты из пресс-релиза Белого дома. Соединенные Штаты помогут России восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельхозпродукции и удобрений, а также упростить доступ к портам и платежным системам для этих транзакций. Конец цитаты. Чуть позже Кремль опубликовал еще одно заявление по итогам переговоров. В нем перечислены объекты, на обстрел которых наложен мораторий. Это НПЗ, нефтехранилища, нефтепроводы и газопроводы, а также электростанции, в том числе атомные. Режим прекращения огня по этим объектам формально действует уже с 18 марта. В Кремле отмечают, что каждая сторона вправе не соблюдать мораторий, если его нарушил противник. В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается обмануть весь мир, убеждая, что только снятие санкций поможет установить мир в Черном море, а затем и закончить войну. Украинский президент обратил внимание на то, что Москва внесла в совместное заявление с Вашингтоном именно отмену ограничений, а Киев – освобождение военнопленных. Владимир Путин выступил на заседании Совета по культуре и искусству. Но речь зашла, конечно же, не только о культуре. Неминуемо обсуждение свелось к войне. Здесь традиционные и любимые Путиным пугалки о страшных украинских солдатах, которые, даже выходя из Курской области, якобы специально бьют по духовным центрам и объектам культурного наследия. Военные докладывали, несколько десятков снарядов положили в одну из церквей. После того, как вынуждены были бежать из населенного пункта. Но все эти злодеяния, безусловно, фиксируются Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой, и все, что можно будет сделать для того, чтобы покарать этих преступников, мы, безусловно, будем делать. Поговорил Путин и о ротации военных на фронте. Вопрос этот, мол, острый, но решения будут приниматься, исходя из реалий на земле. Ну, то есть, по сути, можно не ждать возвращения мобилизованных домой. Они полноценные боевые единицы. И они работают как профессионалы рядом со своими боевыми товарищами из профессиональных воинских коллективов. Родственницы мобилизованных в беседе с изданием агентства уже раскритиковали речь Путина. Одна из собеседниц назвала ее, цитата, «очередной отмазкой». Сходным образом высказалась и Мария Андреева, жена мобилизованного, которую признали иноагентом. Процитирую: «Для меня новостей тут нет. А что, кто-то еще надеется, что их отпустят?» Конец цитаты. Не обошлось без любимых Путиным пословиц. Этот номер программы шел с не менее любимой исторической темой. Рассуждая о цензуре, которая царила в театрах при Николае I, Путин выдал свою версию пословицы «Слово не воробей, вылетит не поймаешь». Везде говорят, вылетит слово не поймаешь, а у нас догонят, поймают и посадят. Так? Вот это было в нашей истории и довольно часто. 2 человека погибли под российским обстрелом в Донецкой области Украины. В областной военной администрации рассказали, что армия России ударила по селу на севере региона. Погибла 36-летняя женщина и ее 3-летняя дочь. Также ранена 15-летняя девочка, ее доставили в больницу. Также российские войска атаковали жилые дома в Херсоне. В одном месте загорелось нежилое помещение. Жертв и пострадавших нет. А в Сумской области под удар беспилотников попали 2 многоквартирных дома, 4 магазина, административное здание и несколько автомобилей, а также киоски на территории рынка. Здесь также обошлось без жертв. «Газель» насмерть сбила 7-летнего ребенка в Новосибирске. В местном ГАИ сообщили, что за рулем машины находился мужчина 89-го года рождения. Авария произошла на регулируемом пешеходном переходе. С мальчиком вместе было еще несколько человек, в том числе мать. Внезапно он выскочил на дорогу, а водитель, судя по кадрам с места трагедии, пытался успеть проехать на желтый свет. От полученных травм ребенок скончался.
Троих лыжников спасли МЧСники на горном массиве Айбга в Сочи. В пресс-службе министерства сообщили, что фрирайдеры выехали за пределы трассы, но вернуться самостоятельно из-за сложного рельефа не смогли. А один из них к тому же сломал голеностоп. Из-за труднодоступности места для спасения лыжников пришлось лететь на вертолете. Еще в полете травмированному молодому человеку оказали медицинскую помощь и затем передали его врачам. В ведомстве добавили, что все трое спасенных оказались местными жителями Сочи. В Петербурге в реке Мойки обнаружен труп мужчины. Издание «Фонтанка» пишет, что тело буквально вмерзло в лед, и его пришлось вырубать из него топором. Личность погибшего и причина смерти устанавливаются. Тело направлено в морг. «Фонтанка» отмечает, что страшная находка была сделана неподалеку от дома 82. Там жил доцент Соколов, который убил и расчленил свою аспирантку Анастасию Ещенко, с которой у него был роман. 5 лет назад его выловили в той же мойке с руками возлюбленной в рюкзаке. Милая история с хэппи-эндом из Твери. Здесь из ледяных вод Волги удалось спасти собаку, которая убежала во время прогулки, упала в реку и не смогла выбраться самостоятельно. МЧСники выловили песика и вернули его хозяевам. В Ханты-Мансийском автономном округе депутаты выступили против запрета на склонение к абортам. Они сочли, что это противоречит законодательству, и назвали вторжением в личную жизнь. В региональной думе о решении пока официально не сообщали, однако об этом написал канал «Погоны и галстуки», который специализируется на публикации инсайдов. Автор инициативы, ЛДПРовец Михаил Селюков, пытался сохранить шансы на доработку законопроекта и предложил создать рабочую группу. Но и на это коллеги-депутаты не согласились и просто сняли проект с повестки. Впрочем, аналогичный запрет уже действует как минимум в 18 регионах. Власти пытаются всячески стимулировать рождаемость даже такими дикими и неэффективными методами. И еще в копилку к дикостям. В воскресенье стало известно, что в Орловской области школьницам будут платить до 100 тысяч рублей за беременность и роды. Соответствующий указ уже подписал губернатор Андрей Клычков. Политолога Екатерину Шульман объявили в розыск. В своем телеграм-канале она опубликовала карточку из базы российского МВД, цитата: «Фоточка симпатичная, национальность титульная, статья неизвестная, особых примет нет. Что тут можно не любить?» Конец цитаты. Всем желающим ее найти Шульман предоставила анонс ближайших мероприятий со своим участием. 2 легких самолета «Альфа-Джет» пилотажной группы «Патруль де Франс» столкнулись в районе авиабазы Сен-Дизье на востоке Франции накануне. Инцидент произошел во время тренировочного полета. В момент столкновения самолеты выполняли очередную фигуру высшего пилотажа. Оба пилота, а также пассажир успели катапультироваться, у них незначительные травмы. Сообщается, что один из самолетов упал в лесу, а другой на территории цементного завода, после чего там начался пожар. Впрочем, на земле также обошлось без жертв и пострадавших. В Турции уже неделю не прекращаются протесты против правительства Эрдогана. Волна народного негодования поднялась 19 марта после ареста мэра Стамбула и главного оппонента нынешнего президента Экрема Имамоглу. Накануне министр внутренних дел страны Али Ерликая заявил, что задержаны уже более 1400 протестующих. Почти 1000 из них до сих пор находятся под стражей. В том числе среди задержанных много студентов, юристов и журналистов. Никаких уступок не получат те, кто пытается терроризировать улицы, нападать на наши национальные и нравственные ценности, а также на наших полицейских. Я еще раз осуждаю тех, кто оскорбил покойную мать и семью нашего президента, уважаемого Реджепа Таyyипа Эрдогана. Снова выступил и сам Эрдоган, на этот раз на встрече с молодежью в Анкаре. Он в очередной раз рассуждал о провокациях оппозиции и грозился, что будет защищать демократию. У тех, кто сеет ужас на улицах, у тех, кто хочет превратить эту страну в пепелище, нет будущего. Путь, на который они ступили, ведет в тупик. Я хочу еще раз напомнить, мы не позволим использовать нашу молодежь террористическим организациям и маргинальным структурам, а также ворам, коррупционерам и беспринципным людям, которые превращают политику в орудие наживы. Однако увещевания Эрдогана уже не действуют, и вечером турки снова вышли на протест. А глава оппозиционной Народно-республиканской партии Özgür Özel пригрозил Эрдогану, что если полиция снова будет применять силу по отношению к демонстрантам, на следующий день он приведет к мэрии 500 000 человек. Во вторник стало известно, что задержанного фотографа агентства «Франс Пресс» Ясина Акгюля арестовали. Ему вменяют участие в незаконных митингах. Ранее суд принял решение отпустить Акгюля и еще 5 журналистов под залог. Однако затем пересмотрел свое решение.
заявление. Репортеры без границ осудили этот шаг. Представитель организации Эрол Эндероглу заявил, что Акгюля арестовали за выполнение его профессиональных обязанностей. Он заявил, это скандальное решение отражает очень серьезную ситуацию в Турции. Конец цитаты. Во Франс-пресс потребовали немедленного освобождения фотографа. В агентстве подчеркнули, что Акгюль не участвовал в протестах, но выполнял свою работу, о чем свидетельствуют почти 200 снимков, которые он сделал за прошлую неделю. Работа фотографа – быть там, где происходят события, в том числе между протестующими и силами правопорядка. Ясин Акгюль – один из лучших фотографов. Агентство France Press призывает турецкие власти уважать свободу прессы и работу журналистов. Это столпы, на которых стоит любое демократическое общество. Владимир Путин раздал пачку наград по случаю Дня работника культуры деятелям той самой культуры. Звание народных артистов получили актриса Анна Михалкова, глухарь всея Руси Максим Аверин, а также аллигатор всея Руси Александр Олешко. Досталось также Анне Семенович. Ей Путин вручил медаль за труды в культуре и искусстве. А вот дрессировщик Эдгард Запашный предлагает награды не вручать, а отбирать. На заседании Совета по культуре и искусству он предложил Путину лишать званий тех артистов, кто покинул Россию после начала войны. Правда, тот идею не оценил. Путин заявил, что нужно просто создавать условия, чтобы уезжать не хотелось. Впрочем, этого он тоже не делает. Зато Бесогон Михалков предложил идти еще дальше и просто не пускать уехавших обратно. Вот что он заявил «Известиям». Уехал и уехал. И ходи с этой наградой там. А ждать, пока тут все, так сказать, уладится и приезжать обратно сюда, и тогда эта награда будет здесь работать на тебя, это плохо. Друзья, это все новости, о которых я хотела вам рассказать. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал, смотрите другие видео и ставьте лайк им тоже. Так вы показываете YouTube, что наш контент нужно больше показывать, и помогайте нам распространять его. Всего вам хорошего, берегите себя. Увидимся.